Милявша ханым, я когда прихожу в этот ресторан, там вот за столом сидит мой друг Зуфар Фадипович Гаязов, знаток татарской кухни, который мне дает совет, куда поехать, где что снимать. И у него всегда на его столе стоят какие-то выпечки, какие-то сладости. И разные пироги. Он, я вижу, тоже их кушает. И чай пьет. И ничего не поправляется так. Ну, татарская кухня, это не знаешь, что от этого блюда можно подправиться. Это же к чаю подается всегда. Я, знаете, из всех пирогов, там он как-то называл там к чаю пирог, потом губадия, потом он говорил этот, как его... Трехслойный, сметанник. Какой еще? Трехслойный. Трехслойный, еще какой? Сметанник. И яблочный, вот, сметанник. Сметанник. Сегодня как раз займемся Господи, ребята, как это вкусно! У меня вот знакомство с татарской кухней началось именно со сметанником. Мне говорят, чай пить будешь? Я говорю, буду. И они мне раз такой кусок сметанника и чай. И я поел, думаю, да. А я думал, татарская кухня это вот там, ну, беляши, там, ну, зорбалиш, там и так далее. А это вдруг сладость, которая вот не настолько, она не приторная, она вкусная, сладость. И в Европе сколько раз ел, как в разных кондитерских, ну, правду скажу, мало где так вкусно получается. И с тех пор, каждый раз, когда я прихожу в этот ресторан, если мне сметанник предлагают, либо там на выбор предлагают сразу несколько пирогов, я говорю, давайте сметанник сначала, а остальное потом посмотрим. Если место останется в желудке, остальное тоже покушаю. Я видел, вы положили 15 грамм дрожжей, а что еще там вы добавили? Соль, сахар, молоко, яйцо. Сколько молока было? 200 грамм молока, одно яйцо, Ага. соль, сахар по вкусу и сливочное масло. Грамм 20-30 ложим. Немного, да? Немного, да. Потому что тесто более мягкое делаем на пироге уже. Вот она, видите, к рукам прилипает. Да, больше положено, получится как ближе к Твердый, песочному. да. Но чтобы было воздушное тесто, надо помягче поставить. И в конце же добавляем растительное масло. То есть еще тесто даже липнет к рукам, а вы вот добавляете это растительное сейчас, масло. Потому что добавляем растительное масло, оно начинает отставать от рук. То есть и вы это растительное масло не просто покрываете тесто, бывает Нет, такое, когда просто покрывают тесто растительным маслом, а вы замешиваете внутрь, чтобы это растительное масло вошло внутрь теста, да? Да, у нас сейчас схватится. Тесто, видите, какая она воздушная уже. Милявша, Да. можно я вас прошу? Вот Конечно. у вас руки золотые, конечно. Вы так много умеете, все у вас так вкусно получается. Русские куличи вы умеете испечь? Нет, никогда не делала. Дело в том, что вот этот прием используется, ну, не в русских куличах, вот это добавление масла, а используется в итальянских куличах, которые они, правда, готовят не на Пасху, они готовят на, вот, ближе к Новому году, на Рождество. И называется это выпечка панеттоне. Там вот добавляют уже в готовое тесто и яичные желтки, и масло постепенно добавляют, продолжают вымешивать. Нет, вот у меня своя технология в конце, то, что добавлять мне то, что к чему учили мои родители, бабушки. Тесто у нас готово. Милявша, Да. вот сама сказала, сама проговорила, меня научили. Меня, конечно, Значит, научили. родилась, ничего не умела сначала, да? Нет, ничего не умела. Потом научил кто-то, да? Да. Опыт приходит постепенно. Кто научил? Кто главный учитель? Это моя мама. Я с Молодец, бабушкой никогда мама. не жила. Поэтому Молодец, мама. Что скажешь? Молодец, такую молодец. дочку вырастила. И благодарна ей. А еще? что я умею. А вот уже по специальности поварской? Ну, это, в первую очередь, должно быть желание, чтобы научиться. Ну, это понятно. Да. А так никто Желание, не научится. чуть голова должна быть на Да. месте, мозги должны быть, чтобы Да. понимать. Да. Да. Тесто я Всё? отправляю на отдых. У нас тесто готово для сметанника. Да. Подойдите поближе, посмотрите, какая она воздушная. Вот им покажите, им покажите. Я-то хорошо вижу. Это вот зрители должны посмотреть, какое тесто получается у Милявши. У вас тесто получится точно так же. Будьте уверены. Просто вот исполняйте все аккуратно. Вот Милявша говорит, надо взять 4 яйца, значит 4. Не надо говорить, я сделаю диетично, у меня будет вот полезный, если я положу 3 яйца или 2.
А еще некоторые, я знаю, напишут обязательно, а можно без яиц? Давайте без, я вам этот без вопрос. яиц никак, потому что сметана после печки она расплывается. Ну, без яиц можно же просто взять эту сметану и вот хлеб и скушайте, и все. Да. Вот вам будет Да. без яиц. А если вы хотите сметанник, значит, нужны яйца. И что еще Для пойдет на сметанника начинку? берем 550 грамм сметана Да, 4 яйца. для 4 яйца. Да. Это такой Всё. большой сметанник получится, полная Большой, сковородка. Да. Все это Левша. закладываем. Я смотрю, у вас вот одинаковые сковородки. Ваши рецепты все рассчитаны на такую сковородку, Да, да? и можем поменьше сковородку. Но рассчитано Значит, диаметром 28 сантиметров. 28 Да, сантиметров. 28. Значит, ребята, смотрите, девушки, женщины, пожилые люди. Если у кого-то сковородка не 28 сантиметров, а, например, бывает 26, бывает там, не знаю, 24 сантиметра, 21 сантиметр. 18, 20, Что да. надо сделать? Значит, берете, вычисляете площадь круга. И пропорционально изменению площади круга изменяете количество ингредиентов. На И это можете добавляем положить- 150 грамм сахара. Сколько? 150 грамм сахара. Вот. Например, если у вас будет площадь вашей сковородки получится в 2 раза меньше, значит нужно будет не 150, а 75 грамм сахара. А может быть 80. Но это арифметика. Это, Всё это этому учат в 3 перемешиваем. классе. С помощью венчика. Сильно взбивать тоже не надо, А я думал, потому что когда я думал, блендером там творог. взбивать, Мне казалось, что там нет. творог. Творог нет? Сметану можно заменить также творогом. Ремчек у нас называется. Туда добавить изюма. Но сегодня у нас, как я сказала, это будет другой сметане- пирог, слушай, да, если с творогом. Да, совсем другой пирог. Слишком взбивать не надо, потому что при Сметана выпекании жидкой станет, если будешь Да. сильно взбивать. и яйца начинаются отделяться, когда уже выпекаете, она начинает трескаться. Потихонечку. Поэтому. Verstehen? Понятно? Все. Эту сторону А убираем. как сказать по-татарски? Понятно? Он нашел, да. А нашел дома? Он нашел, да. Берем сковородку. Сейчас с вами раскатываем тесто с помощью скалки нашей брусчалочки. В середину идем по краю. Сильно не прижимаем, и не получится, потому что тесто воздушное. И периодически Иляша, вы Без тесто страха. раскатывайте, я пока про вас поговорю. Мы в Татарстане встречаемся с очень разными людьми. У нас была женщина, которую я хотел бы назвать царица утки. Самые лучшие утки у нее. Какой-то мужчина встречается, я говорю, это царь рыбы. Понимаете? Здесь очень много таких специалистов, которые непревзойденные. Да, вот я сейчас рассуждаю, как мне назвать меня. главу о приготовлении блюд милявшей. Я ее назову царица теста и печи. Да. Все верно, наверное, будет. Спасибо. Ханбану. Ханбану тесто, ханбану хамир, миш. Круг у меня готов. Тесто раскладываем на 4 части. Ну, так что Потому перенеси что- сковородку, Да, переместишь, да, чтобы удобно, чтобы не растянулось. И по посмотрите, краю вот этот уголок бортика. ровно в центр кладете. Ровно вот в центр это- сковородки, чтобы попало. И Вот. тесто идет по краю, прям по бортикам. Ну вот как, она же не измеряла никакой линейкой. Как у нее, она раскатала тесто, и у нее тесто ровно до бортика, ни 1 сантиметра обрезать не надо. Понимаете, это опыт. Это опыт, это умение. И прям на сырое тесто заливаем сметану, начинку нашу. Все, больше ничего не надо. Больше ничего. И так вкусно. Вкусно. Я Вкусно и забегаю вперед, полезно. подождите. Вы увидите, как это вкусно. Это реально. Ну, не... Все это заливаем. Видите, какая она жидкая? Как она льется. Как она льется. Подождите, а что, тесто лишнее останется с края? Нет. Как? Сначала начинка же едим не глазами, надуется. потом и этот, А? конечно же, внешний вид даем сметаннику. Делаем бортики красивые с помощью ножа. Все это равномерно распределяем. Начинку. Начиночку, да. И начинаем делать узор. Значит, она один таким просто образом. опускает, а второй пальцем прижимает Да. еще. Ё, не, у меня это не получится. Через одну, через одну. Через одну, да. Раз, одну вниз, а это сверху. Да нет, это учиться надо 20 лет. 20 лет. Нет. Сколько?
Если у меня останется в гостях, я вас научу в течение недели ко всему. Если есть, конечно, у вас желание. Ребята, все. До свидания, я остаюсь в гостях. Не в гостях, а работать, обучаться, изучаться новому. Работать новому, да. заставит. Работать заставит. Мое спина готово. Также убираем в сторонку, чтобы отдохнула. Но здесь же тесто залито этой сметаной. Да. Как оно все равно будет надуваться, что ли? Конечно. Вот эти края бортики более пышные, и снизу тоже начинает дрожжи до конца обрабатываться. Поднимает, да? Да, да, поднимается. Милявша, сколько можно мучить меня? Давай поставьте, Да, спеките. да, бегу, Чай я хочу. бегу. Опа. Она меня сегодня эчпачмаком накормила, перемящим накормила. Сейчас еще сметанник, чай, Сметана. и все. Сталик И несет всё. чай. Сметанником надо чуть-чуть аккуратнее Милявша, вот так быть. вот будете потом поворачивать его? Конечно, и надо? Потому что конечно. огонь с одной стороны у вас, да? Да. Как пицца печь работает, точно так же работает татарская печь. Весь там горит огонь. Ну, не так много, конечно, не такое пламя, но вот горит огонь. Поэтому иногда надо поворачивать, чтобы более-менее равномерно испеклось. И дверь она, Всё. видите, закрывает, Закрываем чтобы жар всегда. не выходил. Но слева-справа по чуть-чуть, там по 2 сантиметра, по одному пальцу остается, чтобы воздух туда заходил. Понимаете меня? Че, думаете, готово? Готово. Я точно готова. Зачем такую тяжелую крышку сделали, а? О, Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. а вот огонь совсем потух в печке, так надо, да? Да. Потому что сметана, сахар, здесь это все может потемнеть. Видите? Не Схватился, трясется? Не трясется. Она, вот Если не понимаете, было- становится чем-то одним целым, густым. Маслом? Масло края. Да? Давай. Да. Давай. Хорошо. Здесь нет ничего трудного. Здесь довольно обычное тесто. И начинка это хорошая сметана. 4 яйца, 150 грамм сахара. Размешать, но не взбивать. Чтобы сметана осталась густой. Залили. И, ну, хотите сделать такой бортик. Если не сделаете, кто вас поругает? Конечно. Все. Это просто меня удивляет. Я не ожидал, что это настолько просто готовится. Я думал, что это там какая-то сложность огромная. И где ваше вот такое кухонное полотенце, чтобы мы на руки подняли это произведение искусства? Вот у вас кухонное полотенце есть, Надь. Вот еще сейчас я вам дам. Нет, это одного Нет? хватит мне, Одного да, хватит? конечно. Поднимайте его на руки. И мы должны сказать нашим дорогим зрителям, Милявша Ханум, мы убедились, только что мы убедились всей съемочной группой, что это одна из лучших поваров Татарстана. Милявша Ханум, Спасибо. пожелайте нашим зрителям успехов в кулинарии и крепкого здоровья, быть такой, как Милявша, и, ну, по-нашему, по-татарски давайте. Ашларыгыз тавле болсын. Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И
мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в Таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов!